Всем привет, дорогие друзья! Всем подписчикам привет! Сегодня я вам хочу показать обзор мангала моей мечты, который я сам разработал лично для себя. Если у вас есть желание, вы можете себе повторить точно такой же. Приступим. Итак, вот он. До этого я делал обзор Казар Мангал, на канале есть, и про шампура тоже рассказывал. Но спустя какое-то время я сделал для себя выводы, разработал, и я считаю, для себя это оптимальный вариант. Значит, первое, с чего хотел бы начать. Прежде чем приступим к самому мангалу, я хотел поговорить о высоте мангала. У каждого человека разный рост. Под мой рост под 1,90 м, мангал у меня высотой метр от земли. Почему? Потому что когда я вращаю шампур, у меня рука должна быть не 90 градусов, не наклоняться я должен к мангалу, а рука у меня должна под 45 градусов быть, угол. В таком положении мне удобно вращать любые куски. Кисть у меня работает оптимально. Поэтому вот 45 градусов. Поэтому вы можете уже под свой рост сделать высоту мангала идеально под себя. Следующее. Значит, шампур у меня 55 сантиметров рабочая зона. Раньше у меня был мангал 50 сантиметров шириной. Сейчас я его сделал 45. Почему? Потому что раньше у меня в полукруге вращались шампура краем, и мясо падало на угли. 55 шампур, я спокойно вращаю. Ширина шампура 2 сантиметра. Все, идеально. Все, он у меня устойчиво мертво стоит. Длина мангала. Метр 20. Значит, полукруг я сделал через каждые 5 сантиметров. А вот насечки под шампура я сделал через каждые 2,5 сантиметра. Это очень такой немаловажный момент. Для чего это сделано? У меня, допустим, стоит 20 шампуров, и мне нужно сместить для того, чтобы положить какие-то овощи. Мангал у меня сделан из листа стали шестерка. Я думаю, этот мангал, наверное, вечный будет. Потому что шестерку, чтобы уработать, это, по-моему, нереально. Корпус сделан с прямоугольной трубы. Значит, труба у меня 2 сантиметра на 4 сантиметра. Был сварен корпус, и на него приваренный мангал. Мангал снизу укреплен поперечными балками, для того, чтобы его не повело. Шестерку и так не поведет, но я еще для страховки ее усилил. Если у вас мангал с другой толщиной стенки, обязательно снизу укрепляйте. Покажи, пожалуйста, снизу. Приварен и укреплен еще снизу. Это очень важный момент, очень важный момент. Для того, чтобы ножки не гуляли и не было никакой вибрации, низ тоже был укреплен, и, соответственно, получилась полка. Сюда я могу ложить какую-то атрибутику, дрова, все что угодно, все, что мне нужно. Теперь, самое главное, высота мангала, рабочая зона. Высота 13,5 сантиметров. Этого мне хватает, чтобы от углей до куска мяса, допустим, корейки большого куска, она спокойно у меня вращалась. И расстояние у меня было невысокое. Потому что если у меня будет сильно большое расстояние, я просто-напросто буду только тратить угли. Это мне не нужно. Для чего сделаны нижние отверстия? Нижние отверстия сделаны для того, чтобы кислород поступал в уголь и, соответственно, его поддувал. И уголь постоянно у вас будет активный, чтобы он сам себе не тух. Дальше. Бывает такая ситуация, когда вы плотно ложите мясо, постоянно плотничком. Приходится, у вас много шампуров, и плотничком ложите мясо, и угли, за счет того, что нет кислорода, он потихоньку, жар начинает проваливаться, моментально тухнуть, то есть садиться. Поэтому сделаны отверстия чуть выше, чтобы под мясом тоже гулял кислород и точно так же раздувал угли. Тоже очень важный момент. Верхние отверстия у меня сделаны снизу 6,5 сантиметров, соответственно, столько же и сверху, посередине. И в конце хотелось бы сказать, многие меня спрашивают за шампура. Шампур у меня 2 сантиметра шириной, 2 миллиметра толщиной. Где их можно приобрести? Нужно поискать на рынках, либо можно сделать на заказ, в интернете нужно поискать. И эти шампура вам будут очень долго служить. Я считаю, для работы, именно для работы, простая ручка, для того, чтобы снимала температуру, не грелась нержавейка, с головой хватает. Потому что все, что красиво, декоративно, оно на вид красиво, но оно недолговечно. Плюс это удорожание. Но это все на любителя. Это мое мнение. Если кому-то была информация полезной, оставляйте комментарии, ставьте лайки, пальцы вверх либо вниз. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм. С вами был Максим и студия «Мое мнение». Пока.